Рада приветствовать вас на своем канале. Каждую консультацию есть вопросы о добавках для печени и огромное количество историй всего того, что вы уже проходили. Это и настойки, и травы, и те же добавки, и чаи, огромное количество разных методов. Поэтому в этом видео я хочу подробнее рассказать о добавках для печени, которые действительно работают, которые несут в себе пользу и отсутствие вреда для вашего здоровья. Если вы ищете действительно натуральные, адекватные способы для того, чтобы похудеть и восстановить печень, без каких-то агрессивных голодовок, без жестких диет и ограничений, то оставайтесь до конца, это видео действительно будет для вас полезным. Потому что я искренне считаю, что для того, чтобы восстановить здоровье, печень в частности, похудеть без откатов, то есть реально навсегда, необходим именно индивидуальный подход на основе конкретно ваших результатов лабораторной диагностики. Только на основе них можно подобрать реально рабочий план, реально рабочее питание под ваш образ жизни. На практике что я вижу? Когда человек узнает о том, что у него есть жировой гепатоз печени, стеатоз, стеатогепатит, первое, что приходит в голову, это что-то попить. Что-то волшебное, что сейчас исцелит печень и улучшит самочувствие и отодвинет решение этой проблемы куда-то немножко дальше. Потому что, как правило, сейчас не время, сейчас некогда, сейчас какие-то проблемы, сейчас какие-то задачи. И вот конкретно сейчас заниматься этим, ну, как бы не очень-то и хочется. Зачастую не хватает просто сил, не хватает энергии, чтобы просто взяться за свой режим, за свое питание, что-то там менять, что-то анализировать, к тому же становится вообще непонятно, а что делать-то. Здесь хочу напомнить, что у меня уже составлено меню, которое собрано из обычных продуктов, которые куплены в обычном магазине у дома. Можно просто взять и повторить. Этим самым вы уже наладите свой стул, улучшите пищеварение, состояние внешне. Конечно же, потеряете вес, но я все-таки именно о подходе изнутри. Поэтому ваши изменения будут изнутри, и вы увидите их внешне. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Можете переходить и применять. Сейчас я буду в каждом пункте про каждую добавку рассказывать, в каком продукте это содержится, потому что прежде всего я рекомендую не бежать сейчас в аптеку, на какой-то маркетплейс, не заказывать эти добавки, потому что это просто отдельная история. Нужно понимать состав, что там еще помимо этого есть, какая дозировка, какая вам подходит. Поэтому все-таки я рекомендую обратить внимание на продукты, которые содержат эту добавку. Это полезное вещество. Все добавки, что я буду перечислять, они реально работают, они имеют доказанную эффективность. Но здесь нужно понимать, что при условии, что у вас порядок в питании не какой-то идеальный, хотя бы просто порядок, здоровые продукты, вы двигаетесь, у вас есть физическая активность, и в целом ваш образ жизни не подразумевает вредные привычки, к примеру. И еще перед тем, как перечислять добавки, я хочу сказать о том, что вы должны понимать тот факт, что они могут по-разному влиять, если вы принимаете какие-то лекарственные препараты. Этот момент тоже всегда учитывать. Во-первых, конечно же, самая популярная добавка – это расторопша. То есть она буквально на каждом шагу, в каждом комплексе для печени, она есть абсолютно везде. Потому что расторопша действительно содержит очень активное вещество – силимарин, который активно воздействует на клетки печени и помогает им восстанавливаться и защищает от последующих повреждений. Это действительно так. Если у вас есть лишний вес, жировой гепатоз печени, то вот эти вот клеточки в печени, они работают с перегрузкой, помимо того, что на них и так идет различное, допустим, токсическое воздействие, либо какое-то другое. И вот силимарин в этом случае будет помогать им восстанавливаться, снимать вот эту вот нагрузку с печени, то есть каждой клеточки. Я советую отдавать предпочтение стандартизированному экстракту, чтобы было понятно, какая дозировка, какое это сырье. Не просто какая-то что-то перемолотая трава в капсуле. То есть нужно четко понимать, сколько и какого качества. Еще здесь важно отметить, что применение расторопши – это не какая-то чистка, это не какая-то ситуативная история. Это лишь мягкая поддержка печени, это дополнение. Лучше всего использовать семена расторопши, то есть их можно смолоть, добавлять в салаты, добавлять в каши, добавлять в смузи. Но если у вас сейчас происходит именно процесс восстановления в лечебных целях, лучше всего использовать именно стандартизированный экстракт. Потому что когда вы употребляете ее просто в пищу, вы не можете понимать, какую именно дозировку вы сейчас употребляете.
Абсолютно то же самое правило работает и в отношении трав, которые вы принимаете в добавках, либо просто насыпаете в чаи, либо в те же каши, либо те же смузи. Вторая добавка – это омега-3. По сути, это самый настоящий противовоспалительный фундамент вашего здоровья. Почему омега-3 так важна при жировом гепатозе? Потому что воспаление и инсулинорезистентность зачастую включают механизмы, которые и приводят к накоплению жира в печени. Именно омега-3 будет помогать снижать ваши триглицериды, которые вы видите в результатах лабораторной диагностики липидного профиля. Будет снижать воспаление и в прямом смысле этого слова помогать печени перерабатывать жир, который по различным обстоятельствам почему-то не усваивается в должном образе. Стоит обратить отдельное внимание на качество омеги-3, потому что сейчас просто взять какую-то рандомную омега-3 это не вариант нормы, потому что в составе вообще непонятно что. Лучше выбирать омега-3 в форме триглицеридов, потому что так она будет лучше усваиваться. Конечно же, смотрим сертификаты качества. Это должна быть чистая омега-3 без различных примесей и добавок. Это крайне важно, потому что если вы покупаете обычную омега-3, в которой нет ничего полезного, то вы тем самым только усугубляете свое состояние, потому что она реально должна быть качественной. На мой взгляд, если и употреблять омегу-3 в добавках, то она точно должна быть хорошего качества. Она должна быть сертифицирована, проверена и чиста по своему составу. Но если уж такой нету, либо нет возможности такую приобрести, то лучше не употреблять омега-3 в добавках вовсе. В таком случае употребляйте омегу-3 из продуктов, то есть добавляйте такие продукты в свой рацион. Это любая жирная рыба, это может быть сельдь, это скумбрия, это сардины, это красная жирная рыба. Также это семена льна и чиа, но, конечно, концентрация там намного ниже. Но в рамках того, что вы употребляете это ежедневно, уже отличная помощь себе, своему организму и печени в частности. Лучше всего омега-3 будет усваиваться в первой половине дня за завтраком, если вы будете употреблять ее с жирами. Например, это может быть яйца, либо авокадо. Следующая добавка – это витамин Е, токоферол. Очень длительное время он сильно недооценивался, но сейчас он официально признан и является максимально эффективным при неалкогольном стеатогепатите. То есть это такая следующая, скажем, стадия после жирового гепатоза, когда здесь уже присоединяется воспаление и повреждение тканей самой печени. И витамин Е здесь является активным антиоксидантом. Он будет снижать окислительный стресс, который в буквальном смысле жжет клетки печени. То есть окислительный стресс очень губителен для нашей печени. Зачастую, когда в какой-то статье, либо в каком-то видео люди слышат, что витамин Е помогает, да, конкретно печени, бегут сразу за ним в магазины, либо в аптеке. Но витамин Е иногда содержится в высокой дозировке. И именно высокая дозировка, если она вам необходима, должна только быть по назначению врача, особенно для мужчин. Некоторые исследования показывают, что высокие дозировки витамина Е негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Поэтому все должно быть в меру подобрано конкретно под вас. Еще раз напоминаю. Я все-таки рекомендую начинать добавлять в свой рацион витамин Е именно с пищевых источников. Это авокадо, это подсолнечные семечки, орехи и зеленые листовые овощи. Также будет здорово, если вы будете их употреблять именно с какой-то жирной пищей. Так оно будет лучше усваиваться. Например, если вы будете добавлять семечки в салат, заправляя это каким-то хорошим маслом, вы будете получать только пользу. Ну и, конечно, перебрать здесь витамином Е будет очень-очень сложно. Следующая добавка – это бетаин. Она недостаточно популярная, но очень эффективная, особенно в сочетании с изменением питания, ну и, конечно же, образа жизни. То есть она максимально помогает удалять жир из печени, потому что бетаин также влияет и на работу желчного пузыря. Здесь будет происходить участие в процессах метилирования, которые крайне важны для помощи печени, потому что это процессы детоксификации самой печени. Также не рекомендую употреблять бетаин именно в добавках. Лучше используйте либо отварную, либо запеченную свеклу. Как раз в меню достаточно часто у меня она добавлена к основному приему пищи, потому что она очень комплексно и активно влияет на восстановление печени, и не только, еще и на сосуды, потому что в ней содержатся такие натуральные нитраты. Следующая добавка N-ацетилцистеин – это просто мощнейшая добавка, потому что является предшественником глутатиона.
а именно глутатион, один из главных защитников нашей печени. Потому что он и токсическую нагрузку поможет снизить, и воспаление будет снижать, и помогать всем фазам детоксификации печени. Особенно полезна эта добавка тем, кто живет в плохих экологических условиях, у кого печень страдает от алкоголя, у тех, кто постоянно вынужден принимать какую-то лекарственную терапию, лекарственные препараты. Поэтому эта добавка в этих случаях очень эффективно помогает. N-ацетилцистеин часто продается как самостоятельная добавка, либо в комплексе, который подходит для печени. Но здесь тоже нужно понимать, что есть, как всегда, побочные эффекты. Это и тошнота, может быть, и рвота, и головная боль. Но, опять же, здесь очень важно, если вы не принимаете это натощак. То есть натощак такая симптоматика достаточно часто. Все эти добавки активно будут вам помогать восстанавливать свое здоровье, печень, помогать вам похудеть. Но при условии, что у вас налажено питание, скорректирован образ жизни, нет вредных привычек. Поэтому, пожалуйста, не рассчитывайте на них, как на волшебные таблетки. Я просто обязана это проговорить несколько раз, потому что, практика показывает, что именно вот так мы хотим облегчить себе жизнь чем-то быстрым, чем-то в моменте, чтобы нам помогло. Но, к сожалению, либо к счастью, только это не работает. Это только классные, эффективные помогаторы. Благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующем и, конечно же, будьте здоровы!